Всем привет! Я блогер уже 14 лет в Инстаграме. До этого был Facebook и до этого был живой журнал. Может быть, кто-то и помнит такой. Но помимо блогинга, также я работаю в IT, в медиапроектах, на телевидении, так что знаю, как это все устроено изнутри. Среди моих клиентов также известнейшая спортивная команда, которая у многих на кепках. Многие, может быть, из вас носили, носят такие. Так что я сегодня буду рассказывать то, что я чувствую, то, что вижу, что на самом деле происходит. Теперь к делу. Сейчас стало модно говорить: я удалила Инстаграм, и моя жизнь изменилась. Ну, конечно, да. То есть одно приложение изменило твою жизнь, теперь ты уже в дзене, теперь ты буддист. То есть это единственное, что мешало быть тебе счастливой. Так ведь? Или это не так? Ну, ребята, вы чего? Удалить просто Инстаграм – это не поступок. Это ритуал, скажем, самообманщика. Потому что если ты реально зависим, то через 15 минут ты обратно вернешься в ТикТок, в Google и в новости, в Телеграм и так далее. Почему? Потому что дело не в приложении, а дело в тебе. Сейчас объясню, как работают соцсети. У соцсетей есть принцип: привлечь твое внимание, взорвать твой мозг и чуть-чуть посеять дофаминчика. Например, тот самый бесконечный скролл, Infinite Scroll по-английски, создал великий программист, известный человек. Что он под собой подразумевает? Он же не просто так придуман. Ты листаешь, и тебе кажется, что там что-то важное в конце. На самом деле там пустота с блесками. Но наш мозг это любит. И давайте честно, мы живем в цифровом мире. Вспомните себя в 90-х годах, если кто из 90-х. Если нет, в 90-х годах только все начиналось. В 70-х вообще ничего не было. Да, в 80-х годах люди больше общались, больше встречались, ценили вот эту дружбу, взаимоотношения. Сейчас у нас отношения больше, скажем, цифровые. Все поменялось. Мы знаем об этом, мы это признаем. Кто-то отчасти с радостью, кто-то, наоборот, с грустью. Можно по-разному это воспринимать. И стоит признаться, если возвращаемся к этим удалениям, то есть удалив Инстаграм, ты реально не можешь выйти из этой системы. Уже не можешь. Если ты правда хочешь очиститься, пожалуйста, будь добр, тогда удали YouTube, удали Google, удали все приложения, вообще удали интернет и вообще отключи Wi-Fi в своем доме. И вообще выброси лэптоп и свой телефон. И просто уедь в горы, в Тибет, какую-то землянку, тогда будет все по-честному. Но ты же не уедешь. И ты об этом знаешь. И все об этом знают, и мы об этом знаем. Потому что ты уже там внутри. Мы все там внутри. И вот в чем штука, что Инстаграм – это не яд, как многие могут считать. Копайте глубже. Инстаграм – это усилитель. Он просто усиливает то, что у вас уже было внутри. Я вам приведу примеры. Если у вас уже изначально была тревога, он ее раскрутит. Если зависть, покажи вам 40 прекраснейших, красивых девушек, и внутри вы себя уже начнете чувствовать недоделанной. Если неуверенность, покажи вам чужой успех, и вы себя почувствуете мусором. Но это все не он тебе вселяет. Это в тебе уже было. И сейчас все кричат: искусственный интеллект, он завоевывает весь мир. Скоро мы все будем под гнетом, в рабстве и так далее, вспоминая Терминатора. Смотрите, уже это происходит. Вы уже общаетесь с ботами, вы уже общаетесь с ChatGPT каждый день, вы уже смотрите на картинки, которые созданы не человеком. И это не начало, это уже середина пути, скажу вам честно. И да, это страшно, но не потому, что технологии опасны, а потому что мы не умеем с ними жить.
Да, я не имею ничего против соцсетей. Иногда они спасают, иногда они помогают нам отвлечься или увидеть что-то доброе. Я, например, смотрю только смешные рилс, и все остальное у меня проходит мимо. А чужие успешные успехи меня, если честно, не цепляют. Потому что я знаю, что за этим стоит, сколько там работы на бэкэнде, на бэкстейдже. И я не верю. Редко, когда найдешь какую-то искреннюю работу, это меня очень сильно цепляет. Искренние люди, настоящие чувства. А что меня вдохновляет, это мои собственные успехи. Когда я смотрю на себя, чего я достигла, ничего не может меня настолько вдохновить, как я сама себя. Ребят, попробуйте то же самое. Я почти уверена, каждый из вас достиг чего-то в этой жизни. Куда-то переехал, что-то где-то выучился. Учиться очень сложно. Поэтому не принижайте себя и прекращайте эти вот сравнения. Пользы от этого не будет вам. И, кстати говоря, вы знаете, в чем ловушка? В том, что ты можешь удалить Инстаграм и все равно продолжать себя сравнивать. Все равно чувствовать тревогу, читая новости. Все равно ощущать в компании красивых девушек, что ты где-то не дотягиваешь. Ощущать в компании успешных парней в каком-то там баре, в клубе, в ресторане, что ты недостаточно хорош. Все равно оно все-таки будет присутствовать, понимаете? Потому что проблема, опять же, не в платформе, а проблема в нашем восприятии. И пока ты не разберешься своим собственным восприятием, никакое удаление тебе не поможет. Поэтому удаление Инстаграма – это не революция, это косметика, это макияж на внутренней пустоте. А настоящие изменения, они не в телефоне, они в тебе. Поэтому не удаляй, а управляй. Мой тебе совет в конце этого видео. В общем, да, вот такое мое мнение. Если вам понравилось, ставьте лайк, мне очень приятно. Если нет, пожалуйста, ваши комментарии, ваши мысли, очень интересно. Только пишите без вот этого «я удалил в Инстаграм и душу кожей». Это никому не интересно. Это, пожалуйста, куда-нибудь в Тибет. Здесь у нас взрослые разговоры. Поэтому спасибо еще раз за просмотр. До следующей недели. Всем прекрасного дня. Управляйте своей жизнью сами. Самодисциплинируйтесь. И немножко такой короткий совет. Старайтесь немножко обращать внимание, сколько времени вы проводите в телефоне. И тогда ваша жизнь наладится. И постепенно, понемногу осознавайте это. Просто капелька за капелькой каждый день. Поэтому, когда к вам это придет, вы сами будете замечать: о, что-то я долго уже сижу, пойду-ка я погуляю, пообщаюсь с подругой, с другом. Это бесценные моменты, ребят. Поэтому спасибо еще раз за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Пока. От чистого сердца.